Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы посмотрим, как Яну Непомнящему удалось одолеть Магнуса Карлсона в одной из партий на турнире Magnus Carlsen Invitational. Магнус играл за белых и начал игру ходом d4, Ян отвечает конь f6, и после начальных ходов у нас получается ферзевый гамбит, просто с перестановкой ходов. Самое лучшее продолжение здесь за черных это конь bd7 или c6. И тогда бы получился просто полуславянский вариант. Ну а Ян отвечает взятием пешки на c4. И минус этого хода в том, что черные просто сдают центр. И Магнус, конечно, этим пользуется. Он играет e4, захватывая его. Далее последовал b5. Здесь Ян пытается защитить пешку на c4, отдавая тем самым на b5. Тогда Магнус отвечает e5, чтобы потом эта пешка на e4 не зависала. Гонит коня. Конь отправляется в такое маленькое путешествие, чтобы попасть далее на b6 и защищать свою пешку на c4. Пока Магнус забирает на b5, конь переходит на b6. Далее последовал слон e2, конь c6, 2 нуля и слон e7. Развиваются фигуры соперники. И после ферзь d2 у нас Ян Непомнящий отвечает слон b7 и анкетирует своего белопольного слона на большую диагональ. Далее последовал ладья d1 и ферзь d7. Сейчас, видимо, черные готовят уже длинную рокировку. А тем временем Магнус отвечает конь c3. Конь возвращается из путешествия. Дома все-таки ему будет получше. И далее последовал конь b4. Лучше всего здесь Яну было просто закончить развитие путем 2 нуля. Ну а конь b4 здесь конь хочет отправиться и захватить центральное поле на d5. И Магнус дает ему ускорение путем а3. Конь переходит на d5. И здесь Магнус не разменивает этого коня, а играет конь e4. И после конь e4 Ян отвечает ферзь c6. Потенциальный у нас рентген против коня на e4. Далее последовал ладья e1 и 3 нуля. И после ладья e1 все-таки лучше было Яну Непомнящему ответить здесь h6, чтобы не пустить конницу белых на g5. Далее слон f1, a5, ферзь c2 и 2 нуля. В результате шансы у обеих сторон примерно одинаковы. Но вариант с длинной рокировкой, видимо, понравился Яну, потому что теперь можно попробовать организовать пешечное наступление на королевском фланге, а у белых аналогичное наступление на ферзевом фланге не совсем проходит, потому что мешает пешка на c4. Ну и к тому же черный король на ферзевом фланге в относительной безопасности, уж очень много фигур черных его охраняет. И после длинной рокировки у нас Магнус отвечает слон f1, заранее защищает коня на e4, далее последовал f5, начинается штурм. Ну пока Магнус просто его приостанавливает и забирает на проходе. Далее ферзь e2, присматриваемся на пешке на e6 Магнус и король b8, ну просто профилактика. Слон d2, ладья h на g8. Захватывает Ян полуоткрытую линию G для дальнейшей атаки. Тем временем Магнус отвечает и захватывает линию C, тем самым увеличивает давление на пешку c4. Далее последовал слон d6, g3 и f5. Ну, где-то мы это уже видели совсем недавно. Тогда Магнус просто разменивает этого чернопольного слона и отвечает слон g2. Первая неточность от Магнуса. В этой позиции ему лучше всего было сыграть просто ферзь e6, забрать эту пешку. Ну а черные тогда бы защищались ладья d на f8. Ну а в партии после слон g2 уже Ян защищает пешку ладьей. И далее последовал конь h4. Ну, видимо, Магнус хочет на всякий случай защитить слона на g2. Но на самом деле конь на краю доски выглядит все-таки весьма бездеятельным. Далее последовал ферзь b5, атакует пешку Ян. Магнус защищается ладья b1 и ферзь b3.
ферзь внедряется на третью горизонталь. И здесь Магнус допускает еще одну неточность, играет слон c3. А ведь в этой позиции у Магнуса был уход гораздо лучше. Это ферзь f3, предложить размен ферзей. И после размена уже оживить коня с края доски. Ну а в партии после слон c3 на 26-м ходу Ян Непомнящий находит лучшее продолжение. Он пользуется, что конь у белых находится на краю доски и играет конь f4, жертвует своего коня. Магнус забирает его пешкой. И далее последовала ладья g4 и выясняется, что сейчас черные отыграют коня. А тем временем пешечное прикрытие короля ослаблено. Далее было h3. Ян забирает коня. Магнус разменивает белопольных слонов и играет ферзь f3 шах. Ну, король просто отходит на a6. И в данном случае, в данной позиции у черных только минимальный перевес. И Магнусу нужно было просто сыграть король h2, защитить пешку на h3 и освободить ферзя от ее защиты. Но на 31-м ходу Магнус решается на очень рискованный ход. Он играет d5, и фактически это серьезная ошибка. Скидывает пешку. Ну, Ян, конечно, ее забирает. И в этой ситуации Магнусу еще не поздно было отойти от своего плана и сыграть просто ферзь g3. И мог получиться примерно вот такой вот вариант, в котором у белых более-менее еще играбельная позиция. После ладья d4 следует размен на c3. И здесь вот зависает уже мат на g2 для белых. Защищаемся просто ладья g1. Размен ладей. И после e5 размен на e5. И в результате после ладья g8 шах король f1. У черных, конечно, здесь лучше, но впереди еще много борьбы. Ну а в партии после взятия конем на d5 все-таки Магнус решается на свой план и играет ладья e6, жертвует качество, Ян забирает, и здесь вот ферзь d5 забирает Магнус коня. Видимо, в этом варианте он рассчитывал, что ферзь сможет попасть на a5 шахом, и далее где-то найти вечный шах. Но Ян Непомнящий находит сильный промежуточный ход, играет ладья g6 шахом, король отходит, и далее ферзь b5. В результате ферзь у черных успевает дойти в оборону своего короля. Далее последовала ладья d1. Затем Ян разменивает ферзей, и в результате позиция уже носит чисто технический характер. Здесь черные будут реализовывать свое преимущество. И давайте посмотрим за реализацией Яна Непомнящего. Далее последовало взятие на f4, почему бы не забрать эту пешку. Магнус еще сопротивляется, тем временем Ян усиливает позицию своих фигур. Здесь вот последовал f4 и ладья f5. Понятно, что сейчас нельзя черным забирать слона, так как зависает их ладья на f3. После ладья e6 атакован слон, приходится ему просто отходить. Так как в этой позиции нельзя было белым забирать пешку на f4, так как они после ладья e4 просто проигрывают слона. Ну а в партии после слон d4 черная ладья продолжает за ним охотиться. Магнус в ответ атакует другую ладью. После d5 последовала ладья f6 шах. Король просто отходит. d4, пинаем слона. И после слон b4 и ладья e2 на 45-м ходу Магнус Карлсон признал свое поражение. Так закончилась эта партия. Если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!